told your friend you're not okay. Начало 2026 года, похоже, станет новой главой в жизни Ким Тэхёна, более тихой, но в то же время более содержательной. После года, наполненного всеобщим вниманием и признанием, Тэхён, как сообщается, готовит нечто гораздо более личное. Это не просто музыкальный проект, а работа, отражающая его самую искреннюю сторону. Он хочет представить нечто, что не только радует слух, но и трогает сердце, отражение времени, которое он посвятил постижению смысла безмятежности, любви и искренности. Источники, близкие к нему, сообщают, что Тэхён планирует вернуться с более художественным подходом. Возможны межкультурные коллаборации, глубокие визуальные концепции и классические нюансы в сочетании с современными штрихами. Он хочет показать, что искусство – это не просто сцена, а внутреннее путешествие. Кроме того, Тэхён хочет провести начало года, уделив больше времени себе, наслаждаясь мелочами, пишу, фотографирую и, возможно, путешествуя по вдохновляющим местам. 2026 год для него – это не просто начало нового года. Это начало новой главы, в которой Тэхён предстает не только звездой, но и художником, заново открывающим для себя значение фразы «жить в тишине, но говорить через искусство». Находясь под пристальным вниманием всего мира, Тэхён, похоже, выбирает другой путь. Он больше не гонится за славой, а стремится к подлинности. Начало 2026 года – время переосмыслить свои приоритеты между искусством, спокойствием и личной жизнью, которую редко можно было увидеть. Некоторые из его ближайшего окружения говорят, что Тэхён хочет создать тихое пространство, место, где он сможет творить без давления, писать песни без ограничений и рисовать свои чувства, не объясняя их. Он верит, что лучшие работы рождаются не из амбиций, а из искренности. Не секрет, что он всегда интересовался изобразительным искусством и фотографией. В этом году, по слухам, Тэхён выпустит визуальный проект, куратором которого он сам себя считает, сочетание музыки, изображений и личной философии, отражающее его эмоциональный путь за последние 2 года. Проект, который не просто смотрит, но и чувствует. Также говорят, что он готовит новую музыку. Однако на этот раз треки более глубокие, джазовые, сентиментальные и наполненные ностальгией. Песни, которые не гонятся за чартами, а трогают самые сокровенные струны души слушателей. Источник из музыкальной индустрии сообщил, Тэхён не хочет спешить. Он хочет, чтобы каждая нота, каждое изображение, каждая деталь имели смысл. 2026 год станет годом, когда Тэхён покажет, кто он такой, не как айдол, а как настоящий артист. И, пожалуй, в этом и заключается главная прелесть Тэхёна. Когда мир проносится мимо, он останавливается, чтобы почувствовать. Когда новость о новом направлении Тэхёна начала распространяться, мир снова содрогнулся. Не из-за шумихи, а из-за глубокого любопытства и восхищения. Многие фанаты отметили, что на этот раз шаги Тэхёна были более честными, более человечными. Он больше не был просто яркой звездой на сцене, а творческой душой, пишущей свою собственную историю. Международные СМИ начали фокусироваться на теме. Похоже, V из BTS готовится к самому личному этапу своей карьеры. Несколько модных и художественных журналов даже назвали начало 2026 года годом самовыражения Тэхёна, годом, когда он превратился из иконы в источник вдохновения. Коллеги-художники тоже не сидели сложа руки. Сообщалось, что несколько дизайнеров, фотографов и музыкантов хотели сотрудничать, но Тэхён оставался разборчивым. Он хотел, чтобы каждое сотрудничество имело смысл, а не просто название. Для Тэхёна искусство – это диалог, а не сделка. Армии по всему миру отреагировали с энтузиазмом. Они создали хэштеги решетка Таэюнг 2026 из Каминг и решетка Арт Бэтаеюнг, которые сразу же стали трендами в разных странах. Многие писали, работы Тэхёна всегда создают ощущение, будто мы смотрим на мир его глазами, спокойными, но полными эмоций. Интересно, что некоторые фанаты заметили в нем едва заметные изменения, более минималистичный стиль в одежде, более мягкую улыбку и ауру, которая, казалось, излучала новую зрелость. Все это укрепило уверенность в том, что начало 2026 года было связано не только с новыми проектами, но и с трансформацией Тэхёна как личности.
И среди суеты мира Тэхён, кажется, идет медленно, осмысленными шагами. Он знает, куда его приведет сердце, к чему-то большему, более спокойному и реальному. За каждым шагом, который он планирует на начало 2026 года, Тэхён, кажется, создает нечто большее, чем просто произведение искусства. Он пишет миру письмо. Письмо, в котором используются не слова, а цвет, мелодия и тишина. Для Тэхёна искусство – это не величие, а честность. Он часто говорит о важности чувствовать, прежде чем говорить, и именно это он сейчас воплощает. Проект, над которым он сейчас работает, считается отражением его внутреннего пути, о потерях, о любви, которая растет в тишине, и о зрелости, рожденной в одиночестве. Многие наблюдатели считают, что нынешнее творчество Тэхёна будет нести универсальное послание. Тишина не означает остановку, а тишина не означает молчание. На самом деле, именно в тишине можно говорить с миром громче всего. И это язык Тэхёна, нежный, но трогающий до глубины души. В предыдущих интервью он говорил: «Я хочу создать что-то, что будет жить, даже когда я не говорю». Эта фраза теперь кажется намеком на то, что нас ждет работы, которые не стремятся к популярности, а к вечному смыслу. Работы, которые не требуют аплодисментов, но побуждают к размышлениям. Для Тэхёна 2026 год – это не просто новый блеск, это обретение нового света внутри себя. Он хотел показать, что истинная красота кроется не в блеске сцены, а в честной тишине, в моменте, когда человек выбирает быть полностью самим собой. И, возможно, это было его величайшим посланием миру – искренность – высшая форма искусства. И, наконец, настал момент, которого он ждал. Начало 2026 года мир затаил дыхание, когда Тэхён появился снова. Не с большой вечеринкой или громким объявлением, а просто. И именно поэтому это казалось еще более ценным. Короткое видео внезапно вышло посреди ночи. Никаких вступительных фраз, никакого броского заголовка. Только вид утреннего тумана, звук медленных шагов по каменной дорожке и силуэт Тэхёна, идущего в одиночестве под серым небом. А затем на экране появилась одна фраза. «Будь спокоен. Почувствуй все». Это был не просто тизер, это было заявление. Вступление к новой эре в его творческом пути. Визуальный ряд полон символов: свет, пробивающийся сквозь листву, окна, открытые легким ветерком, аналоговые портреты, словно рассказывающие историю из прошлого. Каждая сцена, кажется, наполнена смыслом, о течении времени, об исцелении сердец и о смелости начать все заново, не оставаясь прежним человеком. Мягкая фоновая музыка в сопровождении джазовых инструментов и фортепианных нот, кажется, говорит без слов. Когда лицо Тэхёна наконец появляется, он смотрит в камеру без всякого преувеличения, только его глубокие глаза, словно говоря больше 1000 слов. Какова же реакция мира? Буря. Но не криков, а тишины. Многие писали, Тэхён заставляет нас чувствовать что-то необъяснимое. СМИ подчеркивали, что это возвращение знаменует собой не только возвращение артиста, но и триумф над временем и ожиданиями. А в конце видео на черном экране появляется лишь одно короткое сообщение. 2026 – не камбэк. Продолжение. Этим Тэхён в очередной раз доказывает, что ему не нужно кричать, чтобы потрясти мир. Ему нужно просто быть самим собой, и мир услышит. Крупнейшие журналы, такие как Vogue, Rolling Stone и The Guardian, подробно проанализировали работу, назвав ее одной из самых честных форм самовыражения артиста своего поколения. Некоторые критики даже отметили, что Тэхён успешно соединил музыку, кинематограф и философию с гармонией, редко встречающейся в современном мире развлечений. Коллеги артиста тепло поддержали его. Несколько известных музыкантов написали: Тэхён напоминает нам, что искусству не обязательно быть громким, чтобы быть услышанным. Тем временем актеры и фотографы с мировым именем поделились отрывками из работы с простой подписью «Он понимает тишину». Однако больше всего меня тронуло личное послание от самого Тэхёна. В своем официальном аккаунте он написал просто: «Я не хочу шокировать мир. Я просто хочу заставить его на мгновение остановиться, чтобы вы услышали голос, идущий из самого сердца».
Это послание символизировало то, к чему он стремился с самого начала. Искренность, тишина и глубина могут быть сильнее популярности. И теперь мир больше не просто ждал следующего шуга Ким Тэ-хёна. Они следовали его примеру. Медленно, тихо и с чувством. Иногда самый смелый шаг – это не бежать вперед, а остановиться на мгновение, чтобы прислушаться к внутреннему голосу. Тэ-хён не просто вернулся. Он вырос, изменился и прикоснулся к миру своим многозначительным молчанием. 2026 год – это не просто новое начало, но глава, где тишина становится искусством, а искренность – языком. Это не возвращение. Это продолжение всего, чем он является на самом деле. Ким Тэ-хён, 2026.